Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Ух, карты выпали. Ой, мужчина скучает и в каком-то безденежье на сегодня. Вот такой мужчина здесь выпрыгивает. Ну, как бы расклад, да, что происходит в его жизни прямо сейчас про мужчину. И мужчина уже захотел поговорить. Значит, сильно его вызывать не надо, он уже здесь. Но проговорить имя, да, можете проговорить имя. Да что ж такое, ты хочешь, вы снитесь ему, но и в то же время, он приснился вам, что ли, недавно? Или вы подумали о нем недавно, или фотография его попалась вам, что вы ее просмотрели? Мужчина, не прыгай. Проговорите его имя, чтобы почетче карты отвечали про него. И что происходит в твоей жизни прямо сейчас, мужчина, расскажи. Мечи, мечи, мечи. Угу. Стоит, ждет чего-то в море погоды. Пытается выйти из какой-то сложной ситуации. Еще мечи, десяточка, выходит на десятку. Король жезлов, да, король жезлов, который не получает свое на сегодняшний день, ждет чего-то. Кстати, много что делает, много кого слушает. Вот это вот зря. Вот это вот зря. Вспоминает постоянно прошлое. И знаете, он на сегодняшний день однозначно, ментально с вами на связи. То ли он вам вспомнился, да, потому что вы не вместе. Здесь королева мечей, король жезлов. Вы в каких-то либо ожидании встречи, либо он в ожидании, а вы вот с мечом, что мне он не нужен. Но вы не вместе. Ну, ваши с вами, но этот человек как бы не с вами. Император сам по себе. Скучает, надеется, что еще раз вас увидит и будет очень сильный разговор. Если давно не вместе, ну, значит, просто скучает. Реально просто скучает. Вот он один. Один в кровати, мечтает. И говорю, либо снились вы ему недавно, да и вам тоже. Вы как будто действительно на какой-то ментальной связи. Именно такой период, это буквально пару дней. Вы о нем вспомнили, он о вас. Либо он о вас сильно там что-то начал вспоминать, и к вам это вот пришло, воспоминание какого-то момента. Может быть, в соцсетях попалась, да, его фотография там или что-то он написал. Может быть, не знаю, вот как-то так. Что-то такое вот связывает вас. Вот как переливается. Но по мечевой королеве вы его как будто бы подальше прогнать хотите, чтобы уже и не думать об этом, чтобы наоборот впустить в свою жизнь что-то нормальное. А он, по жезловому королю, он сердится на то, что вы не проявляетесь. Он постоянно кого-то сравнивает с вами. Постоянно. В последнее время он сравнивает кого-то с вами. И он сердится на тех людей, которые не похожи на вас. Ну или на женщину какую-то сердится. Ну, двойственно здесь. И в то же время по пажу пентаклей какие-то новые начинания, новые воспоминания, новые какие-то продвижения в его жизни идут. Вы знаете, он очень сильно хочет быть с вами. Да, он в этом раскладе недаром. Карты начали выпрыгивать. Я хочу быть с тобой. Я мечтаю. Я мечтаю быть с тобой. Я вот, если что, я уже приду. Только позови. И главное сделать такие глаза несчастные, несчастные.
такие вот несчастные глаза сделает. Ты так сильно скажет, хотела меня увидеть, вот я пришел. Про себя будешь говорить, что ты хотел сильно? Ну как-то. Ну, король на вопрос, будешь ли ты, королем мечей вышел. Нет, ко мне должны приходить, говорит мужчина. Или меня хотят видеть, или пусть хотят меня видеть, или еще что-то. Ну вот, позови меня, и я приду. Боится. Это маг. По магу. Луна, маг. Женщина ему делала магию. Какая-то женщина ему делала магию. Вечером. Но здесь дороги расходятся. Колесница идет. Здесь дороги расходятся. Это значит, он выходит сейчас из магии. Ты будешь делать, продолжать ему? Нет, ей трудно уже. Она не хочет, либо не может. Но какая-то женщина ему делала магию, да. Он выходит на солнце, и солнце сжигает вот это все, что она делала. И поэтому его сейчас штормит, мужчину. Либо это магия, реально по магу, либо эта женщина, ну, как бы в своих руках его держала. Может быть, работу ему дала, может быть, деньги ему давала, может быть, это его мама. Вот. Может быть, он к ней пришел, потому что у нее квартира была или дом. Но что-то его держало либо по магии, либо потому что она повелитель по магу 4 стихий, что она смогла ему что-то дать, и он к ней пришел. Но, значит, и его проблемка там изначально была, потому что он, ну, вот в этой энергии искупался, можно так сказать. Сейчас ей сложно с этим, он уже ничего не хочет. У него уже прошло время, солнце, луна, уже прошло время, и он понимает, что он упустил что-то очень важное в своей жизни. Можно ли это сейчас вернуть по колеснице, говорит мужчина. Я хочу выйти из сложностей своих, но знаю, что ты королева мечей, которая не ждет меня. Поэтому мне очень-очень сложно. И даже если что-то в этой жизни моей, ну, продвигается, то не так сильно меня радует, как порадовало бы, если бы ты позвала именно. А почему ты сам не хочешь позвать, попросить прощения? Он боится. По башне он боится, хотя хочет. Он боится, что он разрушит по башне то, о чем мечтает и надеется на что. Вот смотрите, он с одной стороны мечтает о том, что вы будете вместе, а с другой стороны он думает, что ну, больше это невозможно. Поэтому вот этот страх разрушения, он и сидит где-то там, мечтает, страдает, может быть, не знаю, опять же, куда-то в компании уходит, в какие-то свои интересы зарывается, потому что боится разрушить свою мечту, и что если он придет, вы уже точно не позовете его. А так сидит, мечтает. Ну, расклад общий. Кто-то из вас скажет, и не нужен ты мне. Вот, разрушайся дальше, да. А кто-то скажет, что из вас поживем, увидим, как говорится. Ну, давайте дальше, да. Посмотрим, что тут карты расскажут. А мужчина, как ты сегодня чувствуешь себя и как ты сегодня выглядишь? Девяточка. Более-менее стабилен, раздает себя налево-направо. Ну и такой веселый, уверенный, плечи расправленные, ходит гордо, чтобы ему завидовали и вслед говорили: ох, какой мужчина, но и в то же время ждет. Он на лестнице выжидания.
никак не может подняться вверх, да, но императором в своей жизни он должен быть. Вот. А вообще жизнь у него в умеренном темпе. Старается, да, заработать деньги, отложить на что-то. Но выглядеть хочет, конечно, победителем, таким вот императором, чтобы за ним побегали еще. Но все равно разрушение в душе идет. В душе идет разрушение. Оболочка и внутренний мир очень сильно отличаются. Чувствует себя более-менее нормально. Ну и вас ждет. Очень сильно реально ждет вас. Император, семерка пентаклей, карта ожидания и императрица. Чтобы свой внутренний мир починить, он ждет вас. Остальное это игра. Но здоровье вроде бы на сегодня более-менее. Ну, нормально. Мысли, чувства. Мужчина, расскажи. Мысли, чувства о девушке, которая сейчас смотрит расклад, про тебя спрашивает. Ну, или просто ты пришел, да, без спроса даже. Мысли, чувства. Честные, по правосудию честные, но сильные, по десятке пентаклей, домашние. Хочется от каких-то крыс, от каких-то сложностей, вот просто убежать даже. Убежать и не возвращаться. Он вас любит, король чаш. Ну и маг выходит. Но это значит, с одной стороны, либо он вот действительно выходит из магии и вспоминает чувства прошлого, как он вас любил, либо он хочет действительно вот вернуть себе счастье по этой карте. Он вас любит. Он вас любит. Мысли, я хочу дорогу, я хочу, чтобы наши дороги пересеклись, чтобы мы помирились, карта мир, чтобы мы помирились, и высшие силы, Иерофант, избавили нас от разлуки, боли, одиночества, ну как он так считает. Он считает, что это он хочет убежать от этого, вот от этой боли. Убежать именно. Мне плохо, а с ней хорошо. Это он про вас говорит. И он хочет, чтобы Иерофант сжалился, и вы помирились. Это его мысли сегодняшнего дня. Почему именно так ты сегодня думаешь? Что-то другое нормально все? Да. Просто мечты, просто расслабился, просто, может быть, не знаю, отпуск, выходной у него. Может быть, наоборот, вышел на работу и отвлекся от всего наконец-то, да? От домашнего, допустим. Ну, вот как-то так. Что тебя волнует, что тебя тревожит на сегодняшний день? Есть переживания? Луна спит. В принципе, я не скажу, что он спит плохо. На сегодняшний день, ну вот в ближайшее время он точно будет вот так, как бы он выходит из сложностей, сон потихонечку восстанавливается, но прерывистый сон. Я не скажу, что плохо, но ему не нравится. Он хочет ночью поспать и потом бодрствовать. А получается так, что он может ночью проснуться, потом опять уснуть и днем поспать. В принципе, он высыпается, но психологически к этому не готов. И это его очень тревожит. Скорее всего, у него есть поход, дорога, ну, за денежку к специалисту. Девятка пентаклей – это человек, который учился на что-то, к ученому, ну, в общем, к специалисту. Врач или психолог, может, даже, но к кому-то он хочет пойти или даже уже ходит. Потому что ему не нравится его здоровье, но хотя я бы не сказала, что ему тут плохо. Он, кстати, хочет бросить какую-то свою привычку, вот чтобы она ушла в тень под луну. Так, что ты таишь, что на сердце держишь? Тайна твоя, любовь он держит. Реально сегодня «я люблю тебя», говорит. Даже если вы реально навсегда расстались, если он сделал вам больно,
И вы знаете, что вы не будете вместе, он вас сегодня вот так просыпается, и вот тут он любит. Что-то его держит, что-то его увело из отношений. Он сам жалеет, что это происходило. И да, если не по судьбе, вы не будете вместе. Но если вы его ждете, знайте, что он вас любит. Это как бы увеличивает, да, такую веру, надежду. Ну, спит плохо, и вы снитесь. Либо просыпается ночью и думает о вас, чтобы вы рядышком где-то лежали. Спали вместе с ним, да, на одной кровати, как говорится. Он устал от обмана какого-то. Тайна у него есть. Либо он кого-то обманывает сейчас, либо кто-то его обманул, и он открывает, потихонечку открывает эту тайну, чужую даже. Есть в твоей жизни радость? Такая, далекая по звезде. Далекая. Семерка ожидания. Ожидание чего-то, что по звездочке должно произойти, радует. Хочет откуда-то уйти, чтобы что-то вернуть, восьмерка. И борется за свое счастье и ждет, когда наконец-то что-то утихомирится. Я не скажу, что он прямо каждый день смеется, радуется. Иногда бывают у него проблески шуток, но больше он прячется и уходит в тень. И надеется на звездочку свою. Что у тебя в доме? Что у тебя в доме? Так, это карта влюбленных. Король выходит сам по себе он, да, и выход на какое-то нормальное будущее. Паж Пентаклей, король мечей. Но любит его в доме. Любят его, уважают, есть такое. Но ему хочется то ли вернуться домой, что он где-то на чужбине, может быть, ну, либо по работе куда-то уехал, ушел, либо вернуться домой, либо исправить что-то дома, навести порядок, может быть, даже починить что-то, что поломано. Он дома сам по себе берет дела и мысли в свою голову. Я не вижу, чтобы около него было, были такие близкие люди, но его уважают, он постоянно на связи. Ну, такое. Друзья приходят, либо звонят постоянно. Давайте перейдем к сопернице. Если женщина есть у него, да, что у него с ней? Потому что я здесь, да, это карта влюбленные, но здесь третий лишний, и здесь нет никого больше. Здесь люди просто. Просто люди, да, кто-то его уважает, кто-то любит, кто-то отпустить не хочет, кто-то наоборот уже устал. Здесь разные ощущения. Это в доме именно. Они знают, где он живет, они знают, кто это, эти люди, и названивают, вот, приходят, посидят где-то. Кстати, он идет на помощь, если зовут. Что-то починить, опять же, что-то принести, не знаю, привезти. Может, у него машина есть, работает. Так, женщина, если есть у тебя другая, да, соперница, то что у тебя с ней? Если вы точно знаете, у него никого нет, этот вопросик пропускаем. Но здесь дороги, он куда-то вдаль смотрит. Ну, туз кубков. Такая. И ее либо нет, реально он один. Реально он один. Потому что он смотрит вдаль и ищет свою любовь по тузу. И ему одиноко и плохо. И он у разбитого. Просто отворачивается. А если она таки есть, то он мечтает о вас. Ну вот эти карты. А с ней у него плохо. Он плохо. Он один. Может, они ночуют в разных комнатах, может быть, он сейчас реально уехал, она в одно место, он в другое, там как-то так, да. Ну, либо они постоянно ссорятся,
И эти ссоры просто разбивают и разбивают и разбивают его ощущение жизни. Плохо у них в отношениях, плохо. Твои действия, твои планы на будущее, на сегодня, какие у тебя? Ну, в прошлом сейчас мысленно. Деньги где заработать, куда вложить, думает. Ну, какие-то планы у него есть, и куда-то он собирается. Нет, недалекая поездка сейчас на сегодняшний день, а какие-то близкие дороги. Куда-то сходить надо ему, где-то, кстати, что-то оформить и куда-то вложить, заплатить за что-то ему нужно. Страховку, может быть, об этом очень сильно думает. Может быть, по работе что-то обязательно доделать надо. Либо, ну тут финансы. Какие планы? Доделать, исправить, заплатить, заработать. И мысли, а как же вот было хорошо, говорит мужчина. Как хочется вернуть, чтобы не все было на мне, а я вообще один. Даже с людьми. Есть у тебя что-нибудь, чтобы ты хотел, мужчина, передать девушке, которая сейчас смотрит, женщине? Что ты хочешь сказать сегодня? Я хочу быть с тобой дома. 4. Карта успешности, уверенности и стабильности. 4 жезлов. Да, я хочу быть с тобой. Я хочу сейчас прийти с подарком, покушать в тепло. Ну, не знаю, ему хочется, очень хочется именно сегодня. Ты как императрица для меня. Ты всегда умела подсказать, чтобы я не ошибся, но я не всегда мог тебя услышать. И зря. Потому что в твоих руках осталось то, что ты могла. Слушайте. А по этой карте я вижу, он говорит, как зайчик перепуганный. Когда вы были вместе, вы реально ему что-то подсказывали, на что-то направляли. Может быть, даже ему сказали: так, ты учись, и у нас будет дальше продвижение. Понимаете, он считал, что вы что-то ему должны, и он не принимал ваши советы как настоящее большое что-то. Он использовал. А сейчас он понял, что вы... Это не вы без него никто, это он без вас никто. А у вас своя пентакля в руках есть и свой жизненный путь. Он наконец-то сейчас увидел, что вы весомый человек в жизни. Так, вот. Кстати, ты вот это сказал, да? Я прочувствовала твои мысли. А ты это скажешь вслух? Если она захочет это слышать, если она... Ну, тут мечевая королева выходит. Если вы не отрежете, ну, его желание или как это, возможность встретиться. Если вы хотите с ним встретиться, он будет это говорить. Если встречи не будет, то так и будет в себе там это все перемалывать. Да, закроется по верховной жрице в своих амбициях, в своих тайнах, в своих понятиях. И еще что хочешь сказать? Ты мое солнышко. Кстати, если у вас дети общие есть, да, он хочет с детьми побольше времени быть, он хочет с вами быть. Либо если он думает, надеется, да, что будет с вами, чтобы детки были рядышком, но новые, да, ну, извините, просто солнышко — это для меня как новый день, ну, как рождение, да, рождение деток. Вот такой он хочет. Или же уже по возрасту, может быть, страдает из-за того, что вот не получилось, либо что он не общается так долго. Ну, есть у него какая-то такая боль душевная по этому поводу. А ты об этом будешь говорить? Оп. А ну еще одна, тут дьявол вышел. Ну вот по дьяволу нет, скорее всего, он боится. Здесь 8 закрытость, и по дьяволу он надеется на хорошее. У него есть в жилах страсть будущего, но он боится о многом говорить.
Ну, ты даешь, мужчина, сегодня. Так. Ну, все вроде бы. Кстати, а ты кому-нибудь, у девушки, которая сейчас смотрит, рассказываешь в последнее время, вот в ближайшие дни, вчера, позавчера? Рассказывал? Опять идет дьявол. Паж жезлов. Паж мечей. И башня. Дьявол и башня. Знаете, он может рассказать про вас только если он напьется. Если он в здравом уме, спокойной обстановке, он этого не сделает. Он боится что-то наоборот поломать, да, по башне. И даже свои личные впечатления всего, что должно у него происходить, надежды его, да. Но по дьяволу в каких-то срывах он может про вас сказать. Кому-то. Может сравнить вас. Вот ты, кому-то говорит, ты вот не такая, как она. Это про вас. Но это только по дьяволу. Это когда он либо выпьет, либо психологически какой-то у него стресс может быть, да, огонь такой горит в душе. А ты понимаешь, что ты делаешь, и надо ли это? Нет, он сам себя обманывает, и реально такие срывы бывают у него по 5 мечей. Да еще что. Я одинок, и иногда этим спасаюсь. А что еще? Прощения ты хотел бы сейчас попросить? Я хочу, но опять же, он закрыт от этого. Хотя смс-очки он вам может слать. Что-то даже себе вот напишет и сотрет, напишет и сотрет. Да, он хочет попросить прощения, но почему-то это все стирает. Так, ну давайте еще последнее, да, в раскладе. В принципе, я про него больше не знаю. Что про тебя еще сказать? Что еще ты хочешь? Да ничего, одиноко мне говорит. Очень хочу ее увидеть. Это вы. По раскладу это 100%. Так, ну давайте карты тогда расскажите. Смотрите, вопрос, да, как обычно. Если вы хотите быть с ним, что карты вам скажут сегодня? Ну, на сегодняшний день. Опять дьявол выходит. Если вы хотите быть с ним, у вас новые пути открыты. С нуля начать. Не вспоминая прошлого. Вообще не вспоминая, потому что сами себя еще обманете. Но здесь надо все-таки учитывать то, что он должен прийти в нормальное понимание. И если он придет, у вас ноль. Ну, как бы ноль обнуления прошлого, и с нуля начинается будущее. Да, он придет, и страсть между вами будет. Но он должен это сделать. И не обманывайте себя. Почему-то вот карта так говорит. Потому что вы реально солнышко, и его к себе не закрывайте. Но и в то же время проявляться туда можно, нет? Нет, император выходит. Лучше он, чтобы пришел. Выходит император. Так что он действительно, что бы ни говорил, а он вас любит. И страстно, очень страстно. Поэтому с ним, да, у вас могут начаться очень хорошие отношения заново. Вот. Ну, либо продолжаться, да, но только когда вот он придет. А ты скоро придешь? О, тут даже судьба сама трубит, что да, ждите его в гости. Ждите его в гости. Если вы не хотите быть с ним, карты выпрыгивают, а вас ждет интересный мужчина. Если вы не хотите быть с ним, вот с этим, что за человек пришел сюда, да? Вы, вот, кто-то на вас очень сильно смотрит сейчас. Кому-то вы очень нравитесь. Кстати, я вижу, что даже не одному мужчине. Есть мужчина, которому вы нравитесь. Может быть, еще в раскладах где-то выйдет. Он женат.
Он женат, но вы ему очень нравитесь. Он постоянно опять же сравнивает вас со своей женой. Очень хочет, чтобы вот жена была на вас похожа. Но он вам не нужен. В вашу жизнь идет человек, который не будет оборачиваться со слезными глазами, а именно человек идет в вашу жизнь, который, ух, какие глазки у него будут красивые. Вот он придет в вашу жизнь, и он будет с вами. А слезливые глаза, ну такой вот, почему ты не со мной, это не ваше. Почему ты не со мной, это не ваше, а ваше вот. Ваши вот, это вам вот выпрыгнули сразу карты. Счастье к вам идет, если вы не хотите быть с тем человеком. Так, мечевая королева, колесо фортуны. Не сердитесь на то, что было не так, как хотелось бы, да, по королеве мечей. У вас фортуна сейчас как раз разгоняет и разбрасывает крыс и очищает путь, чтобы любовь и благополучие пришло в вашу жизнь. Это когда... О, так это вот, это уже происходит. Это уже происходит. На дне колоды умеренность ангельская. Это значит, чистая вода переливается в нужное место. И, кстати, умойтесь холодной водой, реально из-под крана, чтобы ушла в никуда, да? Либо святой водой умойтесь. Почистите себе ауру на сегодня. Вот по вот этому ангелу напоследок. Угу. Все, вроде бы все. Ангел говорит, вас защищает, твое солнышко у тебя рядышком. И водичкой, чистенькой водичкой. Либо проточной, холодной именно. Пусть в никуда грязь уходит. И то, что насобиралось, да, за день, там, за какие-то дни. Или святой водой умойтесь. Пусть это все уйдет. И не куда-то, а в никуда. Просто и говорите. Вся беда, вся худоба пусть уходит в никуда. Вот так. Все. На сегодня все. Счастья вам огромное, преогромное. Оставайтесь со мной. Скоро будет видео, где я по поводу, уже говорила, отвечу на вопросы кое-какие. А по поводу предыдущего расклада по белой полосе. И по поводу денег. Каких-то, может быть, решений проблем, да, вот в этом смысле. Посмотрим, что карты скажут. Так что оставайтесь со мной на связи. Увидимся, услышимся, да? На Ютубе, только на Ютубе, на моих каналах. Вас тут жду с энергией защиты и процветания. Обязательно. Да будет так. Все. Всего доброго, доброго, доброго вам.